Гибель судна стала одной из крупнейших морских катастроф в истории. Вильгельм Гуслов – самый большой по тоннажу теплоход из потопленных советскими подводниками. Начавшееся с середины января 1945 года общее наступление Красной армии заставило немцев спешно эвакуировать из Восточной Пруссии морем всевозможные учебные подразделения военно-морского флота. Вместе с солдатами и техникой по морю перевозились беженцы. Одним из кораблей, участвовавших в эвакуации, был лайнер «Вильгельм Гуслов» водоизмещением 25 484 тонн. До войны использовался как круизный корабль на Балтике, с началом боевых действий теплоход мобилизовали, и к 1945 году он служил плавучей казармой для 2-й учебной дивизии подводных лодок Кригсмарине. Приказ главнокомандующего германским флотом, гросс-адмирала Карла Дёница, о скорейшей эвакуации курсантов-подводников в Киль сыграл роковую роль в судьбе корабля. Командир учебной дивизии корветин-капитан Вильгельм Цан требовал от командира Вильгельма Гуслова, капитана Фридриха Петерсена, перехода на максимальной скорости. Его подопечные должны были принимать новые подводные лодки. Помимо подводников на борт было принято более 4000 беженцев и вспомогательный персонал ВМФ Германии. Петерсен осознавал все грозившие ему опасности и поэтому решил идти на максимальной скорости 12-14 узлов по глубоководному фарватеру. Это снижало вероятность подрыва на мине. Для экономии времени капитан повел лайнер по прямой, без противолодочного зигзага. Обнаружение и атаку Гуслова подводными лодками Петерсен считал маловероятным. Действительно, если бы противником немцев оказалась одна из лодок типа «Ща» Балтийского флота, то никаких шансов его догнать в шторм у подводников не было бы. «Щуки» были самыми массовыми советскими подлодками Великой Отечественной войны, надводная скорость составляла порядка 11,5 узла, более 20 км в час, подводная – 8,5 узла. Александр Маринеско командовал куда более совершенной лодкой типа «С» с лучшими ходовыми качествами, надводная скорость – порядка 18 узлов. Выход из войны Финляндии позволил советским подлодкам не прорываться через перегороженной противолодочной сетью и минными заграждениями Финский залив, а использовать в качестве баз финские порты. Именно из Финляндии С-13 вышла в свой ставший знаменитым боевой поход. В качестве сопровождения Вильгельму Гуслову был выделен миноносец «Лёвий» судно торпедолов. Торпедолов вскоре был вынужден вернуться из-за течи в корпусе, а миноносец отстал от своего подопечного ввиду плохих погодных условий. Опасаясь столкновений с другими конвоями больше, чем лодок противника, капитан Петерсен включил ходовые огни. Спешка и недооценка противника привели Гуслов к гибели. К вечеру 30 января 1945 года С-13 находилась в море уже почти 3 недели. Однако подводной лодке и ее экипажу не везло, даже обнаруженные цели мешал атаковать шторм, а один из атакованных кораблей оказался судном-ловушкой. Тем не менее, измотанный штормом экипаж продолжал упорно искать встречи с противником на подступах к Данцигской бухте. Наконец, в сумраке зимнего вечера показался силуэт крупного корабля, следующего с включенными ходовыми огнями, встречным курсом на большой скорости. Именно по ходовым огням в 21:10 Гуслов обнаружила верхняя вахта лодки С-13, которая на тот момент находилась в надводном положении, заряжая аккумуляторные батареи. Возможность атаковать лайнер с носовых курсовых углов командир С-13 Александр Маринеско упустил. Ввиду быстрого сближения не успели вычислить элементы движения цели и подготовить данные для стрельбы. Стрелять вдогон по замысловатой траектории Маринеско не мог. Он принял решение догнать и потопить корабль противника. Более часа лодка шла на полной скорости за темным силуэтом лайнера. Экипаж смог добиться скорости 18 узлов, перекрыв результат сдаточных испытаний. То, что С-13 смогла не упустить Гуслов, в немалой степени заслуга ее дизелистов. Наконец, советская субмарина обогнала лайнер. В 23:04 С-13 легла на боевой курс, и в 23:08 последовала команда ПЛИ. Лодка выстрелила 4 торпедами. Дистанция до цели была небольшой, около 4,5 кабельтовых, меньше километра. Одна торпеда не вышла из аппарата из-за неисправности, зато 3 другие попали в цель. Через 37 секунд первая торпеда поразила Гуслов, практически сразу же последовали еще 2 взрыва. Попаданием в машинное отделение лайнер был обесточен и погрузился во тьму. В вахтенном журнале С-13 появились следующие строки.
23:09 лайнер накренился и начал тонуть, 23:10. Левый борт лайнера ушел под воду, только после этого на горизонте появился свет прожектора корабля охранения. Это был миноносец Леви. Именно он передал сигнал о случившемся, на обесточенном гуслове рация не действовала. Тем временем Маринеско приказал погружаться. В 0:10 Вильгельм Гуслов лег на борт и затонул. К тому времени С-13 уже погрузилась и начала уход с места атаки. Сообщение о победной атаке передал радиотелеграфист, старшина первой статьи Михаил Коробейник, который в годы войны служил радистом на подлодке С-13 под командованием Маринеско. В одном из интервью он так вспоминал тот знаменитый поход. Зашифровывал текст радиограммы наш лодочный шифровальщик Федя Егоров, а отправлял историческое, теперь об этом так говорят. Донесение радиорубка моя находилась в 4-м отсеке. Передатчик у нас стоял не шибко мощный, дозор, но связь с базой обеспечивал. Маринеско был очень живой, энергичный, веселый человек. Экипаж его очень любил за человечность, за храбрость, за боевой опыт, вспоминал о легендарном командире Коробейник. Некоторые немецкие историки заявляют, что при катастрофе Вильгельма Гуслова погибло более 9000 человек. По их мнению, на борту находились тысячи неучтенных беженцев. Если бы это было так, то потопление Гуслова стало бы крупнейшей катастрофой в морской истории. Согласно данным ведущего отечественного специалиста по войне на море, сотрудника научно-исследовательского института военной истории при Академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ Мирослава Морозова, на борту Гуслова погибло из 918 матросов и офицеров 2-й учебной дивизии подводных сил 406 человек, 44%, из 173 членов экипажа 90, 52% из 373 военнослужащих вспомогательной службы ВМФ, 250, 67% из почти 5150 беженцев и раненых, 4600, 89%. В списке потопленных союзниками немецких кораблей Гуслов занимает 3-е место. На первом – потопленный подводной лодкой Л-3 теплоход Гоя, 7000 человек, в большинстве своем немецкие военнослужащие. 2-е место у лайнера Капаркона, который был потоплен авиацией союзников в Кильской бухте, 3 мая 1945 года на его борту погибло 5594 человека, в большинстве своем гражданские. Именно атака на Вильгельм Гуслов по праву вошла в историю как атака века, а Александр Маринеско стал рекордсменом среди советских подводников по суммарному тоннажу потопленных судов противника в годы Великой Отечественной войны. Если вам понравилось видео, поставьте лайк и поддержите канал подпиской. Для меня это очень важно. А в дальнейшем вас ждет много интересного. Встретимся в следующем видео.